Я американцев не люблю, и японцев не люблю, и французов, шведы, финны не люблю. Мы сейчас находимся в Ташкенте и собираемся мы ехать от Ташкента. На телефоне не хочу показывать, потом на iPad покажу. На восток. Там вот такая вот кишка. И вот мы сейчас поедем туда, на восток, вдоль речки. Я опять же забыл, как она называется. И там будут озера. В общем, в этот национальный парк, по-моему, он. Или заповедная зона. Мы туда едем. В общем, я, как всегда, не подготовился. Я не знаю, куда мы едем. Но товарищ Дмитрий точно знает, куда мы едем. Вы еще и лепешечки купили. Ну вы молодцы. А попить что-нибудь купить? Покупайте. Вот тут магазин. Покупайте. Кефирчику? Или ряженки. Я посмотрю, давайте. Давайте. А может вы пойдете со мной, или вам тут нормально? Не Я скучно? пока он поговорю с товарищем. Лепешечки какие купил. Да они тепленькие. Ай, хорошие. Сейчас товарищ Дмитрий что-нибудь купит. Типа кефирчику. А может быть даже и ряженки. Он это дело умеет организовать. Я ему полностью доверяю, что касается харчей. Так вот, поменял он сейчас доллары кэш. Потому что вдруг туда, куда мы поедем, будет там проблемы с карточкой. Чтобы иметь какой-то запас кэша. Ряженка. Как я люблю ряженку. А вы себе чистый кефирчик взяли? Угу. Ой, как вкусно такая. Мамочка. Как же вкусно. Сейчас я еще потрясти надо чуть-чуть. Я уже забыл, как правильно употреблять ряженку. Надо потрясти. Отломайте мне кусочек, пожалуйста. В Узбекистане обязательно нужна лепешка к употреблению. Правильно? Получается, у них одновременно юзаются и латиница, и кириллица вперемешку. И так используется, я смотрю. И стопроцентный переход на латиницу случился. Мы сейчас, товарищ Дмитрий, подъезжаем к этому озеру. И там гуляем, или мы проезжаем его, а потом на обратном пути к озеру? Проезжаем. Проезжаем. Я вас понял. А у вас есть какая-то определенная точка, в которую мы сейчас едем? Или мы пока едем, пока что-нибудь интересное не увидим? Есть? Пусть будет ваш секретик маленький. Я потом увижу. Секретик, вы его знаете. А какой ваш секретик, я знаю? Это вот эти два озера, которые то ли слева, то ли справа? Да. Это они? А, вот они, ох. Понял. Да, знаю я ваш секретик. Ну все. А вы фотокарточки смотрели? Да. Хорошие? Да. Если не пересохло. Что-то мы уже одну проехали речку, когда надувные кружки продаются, а от речки, собственно, только дно осталось. Хорошо, тепло. Ташкент. Уже горы видны.
маленькие. 1000. Но город. Планируете где-то на этом озере, мы сегодня должны ночевать, если денег хватит. Если не жалко 150 дирхам. Так вроде красиво, сверху, если смотреть, да? Помните, как название озера? Тоже забыл. Сейчас посмотрим. Красиво, так тихо и такое прям. Это мы сейчас находимся вот здесь, наверху. Это вот мы сейчас на вот это большое озеро смотрели. Водохранилище. Сейчас, товарищ Дмитрий, мы куда? Мы продолжаем путь. Или на вот это маленькое озеро, вы сказали, или вот на вот это озеро, да? Вот на это или на это? Правильно вы сказали? Вот. Да. Или вот на это? Да. А, кстати, я же обещал сказать, как озеро называется, водохранилище. А называется оно Чарвак. Чарвакское водохранилище. Вот так вот. На Нефритовое озеро. Тут два озера. Одно Бадам, Бадак. Бадак. Оно далеко, до него сегодня мы точно не успеваем. На завтра. Едем на Нефритовое. Вот по этой же дороге, только одно влево, второе вправо. Здесь уже дорожка разбитая. Асфальт, но разбитая. Прям медленно едем. Вдоль дороги стоят Нивы. Предлагают довести до самого озера. Насколько мы так информацию собрали, получается, на вот такой машине там можно до сколько куда-то доехать, но очень медленно по плохой дороге. И потом километра 3, может быть 4 нужно будет пешком идти. А можно прямо вот отсюда машину бросаешь, в него прыгаешь, и она практически до озера довезет. Так вот, они хотят, ну, в общем, 350 меньше не разговаривают. Сом, 350 сом, доллар стоит 12 тысяч. Вот там получает это сколько? Сколько, товарищ, посчитайте, Дмитрий? 30 долларов, да? В районе 30 долларов где-то там, надо прикинуть, точно не знаю. Вот, то есть в районе там плюс-минус 30 долларов они хотят. Что они нам все рассказывают, что типа вы на этой машине будете очень долго ехать. Кто-то говорит, мы вообще не доедем. Говорит, я на Ниве вас, или на вот таком вот УАЗике дамчу за час, а вам, говорит, надо будет 3 часа ехать. Вот такой, ну, надо, чтобы затерочки. Но что-то 350 шибко дорог. Ну, исходим из того, что дальше туда будет, если здесь 350, там, наверное, все будет дороже, ближе к этому. Хотя расстояние меньше, но цена растет. То есть ехать она будет меньше, а цена все равно растет. Вот, так что мы пока едем. 350 не платим. Посмотрим, что получится.
Машине сколько лет? 6 лет. Нет. 7-6. 76 год. 76. Вот. 1976. Аппаратику 50 лет. И вот началась уже такая дорога. Здесь, конечно, наш пепелац бы уже не прошел. Слишком разбитая. Не справился бы он здесь. Ну вот отсюда идти сколько? Пешком, если будем бросить машину. Километров 5? 3 А 3? Ну нормально, можно дойти. до Нижнего и еще там. 40 минут. Налево. Окей. А вот это первый, да? Апрель, май, месяц. А вот. Вот это Нижнее озеро. В апреле, в мае, он сказал, вот до сюда прям доходит. Вот здесь вода стоит. Вон. А сейчас июнь, конец июня. И вон чуть-чуть только осталось. Ну, второе озеро, которое сейчас нам минут 40 топать, вроде бы должно быть много воды. Сейчас пойдем посмотрим. 40 минут туда, 30 обратно. Сейчас в горку идем. Что, товарищ Дмитрий, думаете, правильно идем? Да. Гляньте, вообще воды нет, да? Да. Вся под землей. Так вы идете, под вами вода. А, здесь сухо. А вон там, вон, вода. Ташкент. Тепло. Не меньше 35, да, товарищ Дмитрий? Сейчас? Что такое меньше? Меньше? Ну, 35 днем было. А радио вроде говорило 39, или это в Ташкенте 39? Меньше было. Значит, меньше говорить. Не жарко. Тридцатник? Да? Товарищ Дмитрий оценил в тридцатник. Ну, пусть будет тридцатник. Но когда в горку карабкаешься, тепло становится.
интересно, вот это то, что мы сейчас карабкаемся, это и есть максимальная горка. Потому что он сказал, что типа вроде сейчас вверх, а потом только вниз. А если потом только вниз, значит перевала не будет, что ли? Просто вверх залезем и посмотрим. То есть, Дмитрий, соберитесь, вы можете, я вас верю. Не сдавайтесь. Всего лишь 30 градусов, вы сказали. Вот это он имел в виду. Направо, налево. Сказал, держитесь левее. Давайте всегда держаться левее. Пошлите сюда. Завтра на бадак пойдете или скажете: да ну его к лешему. А, товарищ Дмитрий? Надо идти. Надо идти. Товарищ Дмитрий, вы великолепно идете. Почему? Просто замечательно идете. Не сдавайтесь. Продолжайте идти. Сидим секундочку, передыхивая. Мобильник даже здесь не ловит. Горы. Яблоньки здесь у нас. GPS есть. GPS. Ну, GPS, а как же без него? Мы же не в пещере. Вот тут чуть-чуть. Похоже, сейчас метров, не знаю, чуть-чуть. Это будет уже перевал. Там, наверное, будет вниз. За вот этим хребтом озеро. Что вам карта говорит? Вот так вот. Идем потихонечку. Не сдаемся. Да мы бодрячком. Честно. Это все. Это демагогия. Легко идется. Не жарко, потому что. Правильно же? Да. Встречается народ здесь иногда. Навстречу идет. Попутного пока уже нет. Ну, видимо, 15 минут 6 по местному времени. Уже как бы все обратно идут. А мы только туда. А так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 группы нам встретилось. Да? 2 группы только. Да, 2 группы нам встретилось. В первой 3 человека, во второй 4, что ли, или 5 было. Вот. Все, может, там еще кто-то остался. По-моему, на стоянке было 3 машины, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Может, еще одна группа где-то. Попрыгали? Попрыгали. Вон. Похоже, это наше озеро. И действительно, просто наверх забрались, и озеро наверху. Это был не перевал, а просто вот залезли на гору. И вот оно, озеро. Как интересно. И правда озеро. Не обманули.
Водичка такая свеженькая. Ох, свеженькая, хорошая. Ух, какая хорошая, освежающая водичка. Хорошая. Ох, какая холодная. Аж ноги отмерзают. Очень холодно. Очень холодно. Ступни отмерзают. Как будто в криосауне, серьезно. Я не знаю, сколько здесь градусов, но очень холодно. Очень холодно. Ох, как холодно, да ядрён вагон. Кажется, сейчас пальцы отмерзнут на ногах. Аж горячо, кажется. Так холодно, аж кажется, что горячо. Вот где пузо, спина, плечи. А вот пальцы ног рук отмерзают. Аж больно. Немного. Сковывает. Ну, я рекомендую. После такой прям стоит, товарищ Дмитрий. Отметиться нужно. В нефритовом-то озере. Надо покупаться обязательно в нефритовом озере. Не просто на него посмотреть, но его и прочувствовать. Ибо человек вышел из водной среды и должен туда же вернуться, в эту среду. А я буду потихоньку выходить, а то нахер простыну. Прям горит все тело, как будто в него иголки суются. А телу приятно, оно так сильно горит, но вот руки, они аж прям больно, как будто в снег засунул, а он начинает, когда снежки лепишь вот так долго, руки вот так отмерзают, боль такая, отмораживающая. А вот тут телу прям так... Но в криосауне, говорят, до 3 минут даже новичок не замерзнет. В смысле, не заболеет. Только надо руки держать сверху в криосауне, как мне рассказывали. Все, буду выходить. Нефритовое озеро, прям Нефертити. Ох, холодное. Эмоции будут. Однозначно. О, как хорошо. Ощущение такое прям горячее. Особенно на воздухе. Трён батон. О. Ой. Пошла эмоция. Давай, посидите, начнет колотить. Посидите, залезьте. Охрененное будет чувство. Залезьте, я вам рекомендую. Переждите этот момент. Серьезно говорю, знаете, какое охеренное ощущение вот на пузе, на спине. Зря вы так быстро. Ощущение, как будто в криосауну залез. А у меня был так... Один раз, да. Пришлось поддержать товарища. Он так хотел, но, говорит, один бы не пошел. Засунул и меня. Но вы не испытали самый кайф колючих иголочек на пузе, на спине, на плечах. Так пойдет. Я в воде был? Вы в воде были. Нырнул? Нырнули. Эмоцию пустили. Тут ничего не могу сказать. Крыжик стоит. Сплавать бы туда. Сплавать нет, туда не доплывешь ни хрена.
На тот берег не. Руки отмерзнут нафиг, ноги. На лодке. На лодке, да. Нам вот эти парни здесь с палаткой предлагают остаться. Мы там ехали, где только-только начался плохой асфальт, нашли, здесь называют дачей, ну, вот такой хоумстей участников, как в Анапе, вот снимаешь комнату. За 20 долларов, хотели 100, за 20 сторговался. Все, говорим, приедем, сейчас мы на озеро съедем и поздно вечером приедем. Когда уже здесь, поехали, сколько километров, 25, наверное, 30 от того дома, по этой плохой дороге, медленно. Уже когда плохая дорога начинается, УАЗик нас остановил, начали разговаривать, что да, почем бы так. Теперь этот на УАЗике нам говорит, оставайтесь у меня, на тахте, переночуете. Я, честно говоря, не понял, то ли это будет 55 долларов, ну, в смысле 50 суммов, 50 тысяч, или 5 долларов. Или что-то товарищ Дмитрий услышал, что вообще, говорит, просто ночуйте и все. А тут что получается? Вот по этой дороге мы ехали часа, наверное, 2,5, а то и 3, я думаю, по плохой, потому что медленно едем, машину колбасит. И сейчас возвращаться до туда, где за 20 долларов, завтра, потому что опять по этой дороге будет ехать на Бадак, на озеро Бадак, на другое озеро. Опять всю эту надо будет проехать радиалочку. То есть сейчас возвращаться часа 2,5. Завтра опять 2,5. Что-то не хочется. То есть получается мы тех кидаем у этого чувака. Оставаться решили, сказали ему, останемся у тебя. А тут эти подходят, говорят, давайте здесь с ночевкой, с палатками ночевку встанем. Все вместе. Мы говорим, не, нас там машина ждет, мы уже пообещали. Второго уже кидать не будем. А так бы, конечно, я бы с удовольствием здесь на озере, да с палаточкой. О, ляпота, милое дело. Прям бы встал с удовольствием. Переночевать. А завтра на рассвете. Было бы круто вообще, конечно. Ну что, товарищ Дмитрий, попрыгали? Потихоньку, или что вы думаете? Вот за эту гору перемахнуть 3 километра, и там уже Казахстан. Чимкент отсюда 60 километров. Зашел за 5 секунд. Никогда такого не было. Сделаем пару фоточек и попрыгали. Никогда такого не было, в горах всегда так быстро. Это за горизонт он заходит дольше, а за горы он заходит реально за 5 секунд. Давайте сделаем парочку фотокарточек, потому что сейчас будет хороший свет. И попрыгаем. Товарищ Дмитрий, ну мне нужна композиция какая-то. Может вас опять засунуть в воду? Не, в воду я больше не полезу. Могу постоять на камне. Ну залезьте на камень, что ли. Что ж вы так неаккуратно, товарищ Дмитрий? Вы живой? Вроде да.
говорят, вниз легче спускаться. Технически сложней, физически легче. Пиздешь. Что, вы тоже выдохлись? Нет, я его 2 раза понял. Ну, потому что технически сложнее. Живой? Ребра целы? Да. Ну и главное. Вот такой дороги будет завтра 10 километров в эту сторону. По горам мало будет. А, будет просто прямо, но 10 километров, да? Да. Won't you dive in the river and come back home? And come back home. Мы завтра пораньше встанем. И пойдем на другое озеро. Там будет по плану 8 километров пути. В одну сторону. Вон он, товарищ Юрий. Пошел на бадак. Все как обычно, барахлом, классика жанра. Все уже, похоже, залезли. Я еще иду. Еще барахло на себе тащу. Ой, килограмм 8-10, я думаю, там есть. А как же без барахла-то? Обязательно барахло нужно тащить. Там должно быть 3 озера. Можно было на машине доехать вплоть до 2-го и еще чуть-чуть после 2-го к 3-му. И до 3-го там бы оставалось нам топать минут 30. То же самое, как вчера примерно мы шли на Нефритовое озеро. Ну, машина, соответственно, здесь не проезжает, потому что здесь пешеходный вон мосточек такой. И можно вот такого кругаля там дать. Как они говорят, там километров под 70 будет. Мы решили, что это неинтересно, ехать тут на машине. Если на нашем пепелаце, то вообще долго, потому что дорога плохая. На УАЗике, да я не люблю, когда меня возят. Сам не порулишь. Мы с товарищем Дмитрием решили пешкодрякой через этот мосточек. И, по-моему, я вчера рассказывал, расчетно должно быть в районе 8 километров у нас путь в одну сторону через эти озера. Так что мы начинаем. Посмотрим, что нас ждет. Товарищ Дмитрий, прекращайте свои падения, особенно когда вы мне там, возле пяток. Не играйте в кеглю в одну. Когда прям четко вниз смотришь в эти щелки, аж голова чуть-чуть ходуном начинает ходить. Нету доверия этим досочкам как-то большого. Какашки, видимо, здесь на ишаках ходят. Товарищ Дмитрий, а это чисто туристическая тропа? Да. Или она в какой-то кишлак там тоже приведет?
Нет. Просто к озерам тут вперед. Просто вот туристическая тропа. Довольно нахоженная. То есть трафик тут бывает, значит. Такая качественная тропа. Ну там на луга, может, хорох водит. А, возможно, вот это как раз таки на кладбище, да? Да, Там на мосту говно было. Правда, ну, есть чуть-чуть копыта, да. Чуть-чуть копыта есть. Могут водить. А, видите, в каких местах глухих, а такси есть. Вышки. А, 5G. что, ловит? Что-то. Yeah. Здесь у нас уже ущелье такое начинается меж гор. Вот. Речка течет, которая, скорее всего, из тех озер. Как нам тот дяденька говорил, вы можете заблудиться в лугах. Это по которым мы сейчас прошли. Но мы не заблудились. Но как только вы придете к ущелью, там, говорит, не заблудишься. Все будет, говорит, четко. Так что сейчас спускаемся вниз к речечке, и все будет у нас четко. Что это? Волк? Можно есть? Что это? Волчья ягода есть можно или нет? Съешь, все узнаем. Обычно вкусно. Мне кажется, дикая вишня. Да, вообще не похож на это. Я вас предупреждал. А зачем вам лицо мыть? Вы что, на лицо пришли, когда падали? Это просто освежить. Освежиться? Знаешь, как хорошо. Освежиться я тоже хочу. Рекомендую. Рекомендую. Хорошо ходить как его, в поход, когда есть вода рядом, да? Всегда можно свернуть, умыться, освежиться и дальше. А вот если в песках где-нибудь, без воды, там челлендж. Хорошо. Разуваться не будем? Разуваться? Тяжело по камням идти разуто. Перепрыгните по суше где-то и поехали дальше.
первая она будет желтая, да? Не продрестаться бы. Попрыгай. Там прям очень красиво. Прям такой бурлит, бурлит. Прям красиво. Там за мостиком вот этим тропинка куда-то идет, маленькая-маленькая. И она чуть назад уходит. Не знаю, куда она ведет. Но мы решили не отклоняться от своего маршрута и идти в сторону прямо в сторону озер. А то, может быть, она слишком далеко ведет, что мы еще будем час гулять. А еще хуже, если это радиалочка, потом час обратно. Речка исчезла. Видимо, течет где-то под землей сейчас. Совсем сухо. Там где-то вот снизу шумит, а здесь все кончилось. Сейчас, видимо, перевальчик пройдем, и она там опять появится. Как интересно. То есть мы с вами сейчас идем, товарищ Дмитрий, прямо по речке. Она где-то там внизу. Первое озеро. Как раз вот это запруда, где не было речки, а вот там папоньки озеро. Что, товарищ Дмитрий? Хотите искупаться? Да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Что почем? Баба! Ох, блядь! Ох, блядь! Ох! Ох! Ох, ебаный рот! Ох, ну я нахуй! Ух, ух, ух! Ох, пиздец! Ух! Ух, хорошо! Ух! О, как освежает. Талая водичка. Это не родники, это снег талый. Аж гореть все. Вот это талая водичка, да, это не родники. Это точно. Вчера я чушь спорол. Это талая вода. О, как она! Ой. Пятки погреть на солнышке. Ой. Ох, как хорошо-то, а! Мне прям, товарищ Дмитрий, нравятся такие процедуры. Мне кажется, не так было холодно в Атлантическом океане. Так, это у нас было первое озеро.
Сейчас движемся ко второму. Не знаю, сколько там нам идти до него. Ну, вроде между озерами дистанции не шибко большие. Сейчас посмотрим. Время 9:30. Сейчас. Товарищ Дмитрий, сколько мы до сюда шли? Мы стартанули в 6:45, да? 2,50. 2:50 мы идем. Да мы вообще с вами шустрячки. И уже на Первом озере. Сколько? 5,5 километров. 5,5 километров мы протопали от того моста. Ну, в смысле, от Большого до Первого озера. У нас всего 3, напоминаю. Вот. Во втором будете купаться, товарищ Дмитрий? Правильно. Я точно буду. Мне так заходит. Мне так нравится это ощущение. Талая вода. Снег тает. Вон на горах снег есть. Вот мы пришли к выводу, это он тает. Вода прям такая холодная. Нифига не родники. Какие здесь родники в горах? Снег. На улице мы пришли к выводу по ощущениям, так по коже. Ну, 30-ник максимум, а то, скорее всего, меньше, чем 30-ник. Может, 28. Когда просто стоишь, не двигаешься, в гору не ползешь, ну, вообще очень комфортно, не сильно жарко. Когда в гору чуть-чуть начинает конденсат выходить. А так не. Это еще не озеро, это просто мы берем брод. Водичка такая. Ноги стужает. Ну, такая же, как и в озере. От холода у вас сводит ноги, товарищ Дмитрий? Ступни. Как это приятно. Каким-то образом там сзади нас машина все-таки проехать. Мы вроде шли по такой узенькой тропке. Мы думали, что вот эта дорога, которую мы сейчас идем, тупиковая, упирается вот в эту тропку. А нет. Видимо, там где-то была нычка, что машина может на нее заехать. Там Нива такси, похоже, едет. Мы дошли до второго озера. Если это, конечно, озеро, выглядит, что озеро. Мы... Ну, сколько, товарищ Дмитрий, от того озера мы шли? Минут 20? Мы еще не успели сильно нагреться. Мы что решили? Мы сейчас до третьего пойдем. Купаться здесь не будем. Еще не запарились. В третьем нырнем. А во втором на обратном пути нырнем. Но его нельзя оставлять не занырнутым. Просто на обратном пути. Потому что мы же идем сегодня радиалочку. Это же не зацикленный. Мы сейчас то, что идем, до третьего доходим, а потом обратно возвращаемся. Едет Нива такси, наверное. Мы сейчас пропустим ее. Она потому что едет чуть-чуть побыстрее, чем мы. А вот смотри, там еще люди какие-то есть. Туристы, смотри, вон. А тут турист уже пошел. Мы туристов наблюдаем. Видимо, туристы где тоже. Или он за ними приехал, или кто-то их раньше закинул. Они прям к нему направляются. Видимо, это не его такси. Товарищ Дмитрий, вызвали такси, похоже.
хорошо, когда идешь вдоль речки. Да еще такой прохладненький. Оно так хорошо освежает. 8 прошли километров. Ага. А что там верхняя цифра? 46-17. Что это такое? 3 часа 46 минут. А, там 3 часа вижу. 3 часа 46 минут, 7,5 километров. Это вот эта точка, докуда машины доезжают. То есть то, что нам вчера хотели продать, это вот до этой точки. Получается, нас бы довезли. То, что мы сейчас 7,5 километров протопали, мы могли бы вот до сюда доехать. Правда, не так, как мы шли, потому что там пешеходный мосток мы проходили, а вот длинным каким-то путем. Но доехали бы до сюда. А отсюда уже все. Весь турист отсюда идет пешком. Мы видели несколько групп, так что мы там будем на озере не одни. Возможно, даже кто-то со вчерашних дней там стоит с палаткой. Посмотрим, что там за озеро. Товарищ Дмитрий там фотокарточки смотрел, он хотя бы понятия имеет, чего ждет. А я вообще без понятия, куда мы идем. Я просто иду. Не важна цель, важен путь самурая. Правильно, товарищ Дмитрий? Товарищ Дмитрий сказал правильно. Передохнули мы минут 10, наверное. И продолжаем последнюю милю. Без деревьев, похоже, она будет. И в горку, в горку, в горку, в горку, в горку. Товарищ Дмитрий сказал, что он будет идти очень медленно. Перевел трансмиссию на пониженный ряд. Значит, мне не хватит обратно бака. Он почему-то думает, что на пониженной она меньше жрет энергию трансмиссии. Ну пусть думает. Как будто кто-то пытался на Ниве заехать. И потом плюнули. Сказали, не поедет. Смотри, как кто-то рыл туда прям. Как будто бы колесами. Все. Пошли мы в горку. Я тут одного дядьку смотрел. Умный, как вудка. Так вот он говорит, когда вот так в гору ползешь, нужно ногами, вот, как это называется, бедром идти и жопой. То есть ногу надо ставить не вот так вот, а вот ногу под себя ставишь, и вот такие мини получаются приседания. Для жопы они очень легкие, для бедер. И тогда меньше устаешь. А когда вот так вот идешь, вот, тогда работают там все мышцы, в общем, каким только не лень, включая самые слабенькие. И быстро устаешь. В этом плане товарищ Дмитрий прав, что включил понижайку. Вот, шажочек вверх, шажочек вверх. И оно действительно работает. Вот под себя сквот, под себя сквот. Раз, раз, раз. То есть не вот на носочек ставишь, а вот на пяточку. Вот так вот. Вот, вверх, вверх, вверх. И вообще хорошо получается, прям. В общем, мне кажется, дядька тему сказал. А мы вот тут пошли как раз до тенечка, который был неожиданно появился. И здесь в тенечке подождем товарища Дмитрия. Он идет потихонечку. Идем? 2 минутки. 2 минутки хотите?
Вон, присядьте, там есть деревяшка. Что вы будете на ногах перекуривать? Я только не встану. Вон. Не, надо встать. Да не садитесь, ну вас нафиг. Если не встанете, на ногах курите тогда. Товарищ Дмитрий, вы морально уже готовы ко второму холодной ванне? Да? Прям сразу с разбега нырнете и на 5 минут? Нет, в таком районе. На 5 нет? На 2? Дело же не во времени. А дело в чем? В температуре? В эмоции. В эмоциях. Эмоции дарятся в первые 10 секунд. Остальное уже не важно. Вот так вот. Эмоциональные голоса, товарищ Дмитрий. Видимо, уже рядом. Кто-то эмоцию пустил. Облачка такие, динь-динь, одинокие, маленькие. В чистом небе маленькие-маленькие облачка. Вы как, товарищ Дмитрий? Нет сил. Сейчас бы колбасочку, которая вчера у нас осталась, а? Зарядиться ей. Что-нибудь. Передыхаете или мы идем? 2 минуты. 2 минутки. Передыхаем. Как думаете, назад будет легче идти? Ой, хотелось бы верить. Но мы здесь в основном-то в горку ползем или ровно? Мы с горки практически не шли. Да. А хотя вы... Вы с горки тоже. Ну, вы не устаете, зато вы падаете. Да, другой челлендж. Я уже примерно наметил места, где можно упасть. Вы там поставили уже себе флажки, Да. чтобы быть внимательным? Да. Я думаю, совсем чуть осталось до озера. Там уже 20-минутный можно будет перерыв сделать, пока трусы не высохнут. Ну, спасибо. И обратно. Пойдем. Вообще интересно, получается, такой поток воды идет под землей, да? Вот здесь. Под этой землей, под вот этим сходом. Вот интересно, он просто через камушки так просачивается, или там такая супер пещера, трубина такая, в которой она затекает. Если она просачивается через такие камушки, то там довольно чистая вода должна быть. Хоть бери да пей, кашу вари. На выходе. Ну, представляете, через какой фильтр проходит? Ну, просто камни. Ну, там же камни, земля, грунт, все на свете. Не только ж камни, наверное. Песок. Вот там далеко-далеко шум, а здесь тишина. Вообще не слышно. А это вот где вот мы сейчас сидим. Вот это вот все. Тут похоже, когда сезон, течет вода, камни, все на свете катает. Все несет эту сель, все на свете каменную. Горы уходят в равнину. Кстати, интересно, вот эти горы, они старые. Это же Тянь-Шань, да? Или что это, товарищ Дмитрий, такое? Да, ну, какой Тянь-Шань? Не Тянь-Шань? А что это за горы? Тянь-Шань же в Китае. Тянь-Шань же здесь тоже нет, по-моему, проходит. Если я не ошибаюсь, он же вроде там у нас возле Ленгера проходил Тянь-Шань.
Ну, не возле него, но рядом. За ним там по несколько хребтов, и после него Тянь-Шань начинался. По-моему, он где-то в сторону Китая, Так тут до Китая-то доплюнуть можно. через Киргизстан. Ну. Вот Киргизстан уже Тянь-Шань, не? Там, да. Ну, вот это пригоры Тянь-Шаня Мне началось. кажется, другие горы. Не знаю. Пойдемте, товарищ Дмитрий. Чуть-чуть осталось. Товарищ Дмитрий, Капюська. Чуть-чуть осталось, вот. Там-то и проблема с ним. Не видно. Сейчас вот озеро уже, через 200 метров, Я наверное. говорю, идите, а они не идут. Ну как, вам надо окунуться. Смотрите, уже зашли на пупырь, все. Мы уже там. Я вас верю, давайте, товарищ Дмитрий, давайте, давайте. Отлично идете. Ну что вас, вы так хорошо шли, товарищ Дмитрий. Что там такое? Что? Съедобное? Что-то такое вязкое. Я не буду пробовать. Попробуйте. Я уже попробовал. Еще одну. Хватит с меня сегодня экспериментов. Фу, это горько. Прям шибко горько. Фу. О, это озеро прям большое. Кульминационное. Это прям огромнейшее. Первые два были маленьких, а это огромное. Находится среди вот таких зеленых гор. Товарищ Дмитрий потихонечку продолжает путь. Мы не знаем, докуда здесь идти дальше надо, или это мы уже пришли. Но людей не видно. Возможно, люди вот туда, так, за угол зашли. Там, может, они с палаточками решили. Сейчас изучим вопрос. Спустимся пониже к озеру. Но красиво. Сейчас, конечно, обязательно занырнем, обязательно. Мы решили дойти вот до туда. Там что-то светлее полоса. Может быть, там камешки помельче, типа песочек или мелкого гравия. Будет комфортнее там сидеть. Товарищ Дмитрий сказал, он смоет, осилит. Так что вперед и вверх. А там мы дойдем и занырнем в прохладную водичку. Товарищ Дмитрий, только не говорите, что вы передумали. Решили мы здесь все-таки. Не пойдем на тот дальний. Решили здесь на камнях остановиться. Сейчас по камнякам здесь сойдем. Что интересно? Не видно народу. Тут должно быть, как мы считали, по крайней мере 3 группы. А что-то никого не видно, рассосались как-то. Народ где-то. Вокруг озера не видно вообще никаких кемпингов, ничего. Может, они куда-то дальше пошли. Вверх по течению. Там, где есть деревья, наверное. Там расположились. А то здесь жарко. Сейчас 12 часов. Еще вся жара
теоретически впереди. Хорошо. Как будто потеплее, а то ли так кажется, может, потому что жарче стало. Ну прям не пробирает так вот. Как будто бы, мне кажется, чуть на пару градусов, наверное, теплее. Потому что культяпки не отмораживаются быстро. Она холодно, но вот культяпков вот этого чувства снега нет. Холодно. Ну тогда я сейчас тоже. Обязательно. Если да, даже как бы точечку поставить. Вот, начинается пробирать. Началось. Так же адски холодно. Вы что, все что ли? Что там, товарищ Дмитрий, у нас получилось по статистике? По статистике мы шли 5 часов и прошли 9 километров. 9 километров? А, мы планировали 8 километров, да? Так что почти все как по плану у нас получается. Планировали 8, прошли 9, 5 часов. Отлично. Сейчас у нас 12:30. Но теоретически обратно будет легче, потому что был здесь длинный подъем в горку. Может быть, за 4 часа и справимся. А мы сейчас немножечко здесь посидим, отдохнем, на солнышке погреемся, водичкой вот охладились. Водички охладились, а теперь нагреваемся. Нагреемся и пойдем назад. Все, достигли. Это у нас Бадак, товарищ Дмитрий, правильно? Да. Озеро Бадак. Озеро Бадак. Достигли мы Бадака. Поздравляю. И я вас поздравляю, товарищ Дмитрий. Товарищ Дмитрий, вы как? Бодрячком? Пока. Вы что, притомились? Или что? Зажарились? И то, и другое. И еще есть кое-что. А вы вот вроде так бодрячком шли. Всю энергию на стабилизацию, что ли, потратили при падении? Ни разу не упал. Ни разу не упали. Видите, как? Больше нет чем.
Поешьте ягодки. Витаминки добавит вам в организм. Интересно, что за ягодка такая? Такая. Интересный вкус. Сладко-горькая. Но что-то мне зашла. Прям. Не могу оторваться. Такая сейчас, которая сильно спелая. Очень хорошая. Мне кажется, это дикая вишня, судя по... Вот это сильно спелое? Да. Судя по листикам и этому стволу, я склоняюсь к тому, что это дикая вишня. А если мы хер не наелись? Ну, туда продрисываться придется, товарищ Дмитрий. А есть этикет? Сколько можно в сральнике сидеть в самолете? Нет. Нет такого этикета. Ну вот, будем сидеть. Значит, между взлетом и посадкой. Вы обещали дерево. Дерево? С лишним. Так нету. Сейчас будет возле второго озера. Там были какие-то деревья вроде. Вы как, товарищ Дмитрий? Бодрячком? Хуёво. Устали, что ли? Вы же вишенку покушали, подкрепились. До озера далеко? Да нет, вот сейчас в этих кустах будет озеро. Далеко. Выйдем купаться. Да, не знаю, дойти бы еще. Пойдемте. Пойдемте. Подошли ко второму озеру. Сейчас искупаюсь, как и обещал я ему. Но тут меленько, я даже ботинки снимать не буду, потому что здесь негде заплыть. Я сейчас туда, где поглубже зайду, просто окунусь и вылезу. Это не столько озеро, сколько сильно разлившаяся река. Вот такая тоже ледяная водичка, прям культяпки отмерзают. Ой, искупался, освежился. Хорошо. Прям. Товарищ Дмитрий. Просыпайтесь. Товарищ Дмитрий. Товарищ Дмитрий. Товарищ Дмитрий. Камешком, что ли, кинуть пошел. Товарищ Дмитрий. Просыпайся.
Товарищ Дмитрий, ты там живой? А? Вы уже спите полчаса. Да. Мелковато. Не поплаваешь. Я даже в тапку заходил, потому что там надо идти далеко. Освежились на сегодняшний день последний раз. Ну так, чтобы полностью. Может, мы еще умоемся где-нибудь. Речка же еще идет пока. Речку мы еще не прошли. Вот второе озеро. Сейчас стопаем. Через полчасика будет первое озеро. Но там купаться не планируем. Может, товарищ Дмитрий, вы планируете? Не. Товарищ Дмитрий тоже не планирует. Ну, товарищ Дмитрий, он сейчас вздревнул бодрячком, идет, я же за ним не успеваю. Аж подпрыгивает. Поэтому я подумал, что он будет купаться. Вот. Уже 2:30, без 20. Значит, температура сейчас пойдет на спад. Ну, не было жарко. Не было жарко. Тут не надо комплейнить. Жарко не было. Сегодня хорошо. Сейчас, похоже, ветерок чуть побольше, чем утром был, по ощущениям. Температура вроде такая же. Мы уже дошли до луга. Идем по лугу. А это значит, товарищ Дмитрий, сколько осталось нам идти? 2 километрика. 2 километрика, это значит 20 минут осталось идти. 30. Практически пришли. Водичка у нас закончилась. Чуть-чуть пить хочется. А так прям бодрячком мы с товарищем Дмитрием идем прям неожиданно. То есть мы уже приближаемся к 18 километров за сегодняшний день. И прям так, я вам смотрю, товарищ Дмитрий, прям молодец. Даже тут он хотел в горку идти вместо того, чтобы ее обойти. Сил у него как у коня. Сейчас мы еще минут 15 пройдем и будем звонить в наш лимузин, чтобы он... Или вы хотите дойти до дома, товарищ Дмитрий? А? Не хотите? Тогда будем звонить в лимузин. Он подъедет к мосту, заберет нас там же, где высадил нас утром. От того моста до дома километра 3 товарищ Дмитрий не хочет. Значит, будем ехать. Кипяток прям. Сейчас УАЗика пропустим, проедет. Ой, да приехал. Сели мы в машинку, время 5:30. 12 часов получается. 11 мы ходили. Без 15:07 мы начали, а сейчас 5:30. Ну вот до 11 часов мы ходили. Находили 19 километров, да, товарищ Дмитрий, 18? Заплатили мы 500 за ночевку и за такси сюда, и вчера 200. В итоге 600. 600... 500... 700, правильно. Что-то я неправильно считаю. 700. 700 сомов. Это будет 200 дирхам. Это будет... Сколько? Долларов. 65 долларов мы заплатили за вот это все дело. За двоих.
Ну, очень интересно, конечно. Я прям с удовольствием прогулялся. Товарищ Дмитрий, вы как? Да. Тоже с удовольствием прогулялись. С таким удовольствием чуть не сдох. Да ладно вам. Когда кажется, что сдох, еще можно как минимум день без воды прожить. Без еды, без воды. Без еды 3 дня. Да я американцев не люблю. И японцев не люблю. И французов. Шведы, финны не люблю. Я узбеков люблю. Они зимой заводятся хорошо. Сделано в Узбекистане.